Часть первая. История. Первый запрос появился 8 ноября в 3 часа 12 минут. Сергей Матвеев, Краснодар. Я увидел его в понедельник утром, случайно, когда открыл браузер проверить рабочую почту и задел пальцем вкладку «Истории». Список развернулся сам. Я промотал вниз, ища вчерашние страницы, и остановился. Пальцы замерли на экране. Сергей Матвеев. Мы работали вместе в страховой компании «Надежность» 8 лет назад. Он занимался урегулированием выплат по КАСКО, я вел клиентов в отделе добровольного страхования. Пили кофе в одной комнате, обсуждали футбол и цены на бензин. Нормальный был человек. Потом он ушел в другой отдел или уволился совсем, и мы перестали пересекаться. С тех пор не виделись. Его нет в моих контактах. Его нет ни в одном мессенджере. Я проверил, стоя на кухне с кофе, который успел остыть за те 20 минут, пока я стоял у окна и листал список. Запрос был сделан в 3:12. Меня зовут Антон Зайцев, 37 лет. Менеджер по работе с клиентами в краснодарском офисе надежности. 3-й этаж, стол у окна, откуда виден угол Красной улицы и полоска парка с голыми ноябрьскими липами. Я работаю здесь 12 лет. Начинал с обработки входящих обращений, вырос до ведения корпоративных клиентов. Не блестящая карьера, устойчивая. Меня это устраивает. Разведен 3 года назад, после 8 лет брака. Не было скандала, не было измены, мы просто стали чужими, как иногда случается без видимых причин. Светлана, бывшая жена, живет с дочерью на Садовой. Дочь зовут Маша, ей 14. Я звоню ей каждое воскресенье в половине 11. Иногда берет трубку сразу. Иногда перезванивает через час. Прости, спала. Я не обижаюсь. Помню себя в 14. Живу один в однушке на Красной. 34 квадрата. Кухня с встроенным холодильником, комната с диваном-раскладушкой и рабочим столом. Прихожая размером с шкаф, совмещенный санузел с трещиной на кафеле в левом нижнем углу. Трещину я все собираюсь заделать. Мебель куплена после развода, недорогая, но своя. Выбирал сам, платил сам, расставлял как хотел. На подоконнике 3 горшка с геранью. Мама сказала, не давай квартире выглядеть нежилой. Я за ними слежу, они живы. По утрам встаю в 6:30, без будильника, просто так сложилось. 7 минут душ. Кофе из рожковой машины DeLonghi, подарок коллег на 35 лет. Черный, без сахара. Завтрак. Яичница или каша. Зависит от того, как спал. Если яичница, значит торопился. Если каша, встал нормально. Потом 20 минут пешком до офиса, если нет дождя, 7 минут на маршрутке. На месте к 8:40. Вечером домой не позже 19:00. Ужин. Что-то разогретое или простое. Иногда смотрю новости, иногда читаю. Детективы или документальная проза, что-то конкретное, с фактами. Художественного не читаю давно. После развода пытался, не шло. Ложусь в 22:30. По выходным иногда еду на рынок на Энке. Покупаю свежие овощи, иногда рыбу. Маша любит запеченную рыбу. Когда приезжает ко мне на выходные, раз в месяц примерно, я ее готовлю. Маша говорит, ты стал лучше готовить после развода. Я не знаю, что в этом больше, комплимент или что-то другое. Принимаю как комплимент. Жизнь устроена. Работа, дочь, режим, герань на подоконнике. Порядок, который я построил сам, без помощи, и который работает. Я не жалуюсь. Это не просто привычка, это режим. С октября 2023 я фиксирую его в Excel. Время отбоя, время подъема, субъективное качество сна по 10-бальной шкале. Средний показатель 7,2. Стандартное отклонение 0,4. Я не страдаю бессонницей. Не просыпаюсь по ночам без причины. Никогда не листаю ленту в темноте. Телефон кладу заряжаться не позже 22:15. На тумбочку справа от подушки, кабель короткий, и не беру его снова до 6:30. В 3 часа 12 минут с этого телефона кто-то набрал 18 символов в строке поиска и нажал «Найти».
Первая версия пришла сразу. Сбой синхронизации. У меня 3 устройства под одним аккаунтом Chrome. Телефон, ноутбук, рабочий планшет. Иногда история одного подтягивается на другое с задержкой и неверной временной меткой. Я открыл ноутбук, проверил историю. Ничего. Открыл планшет – тоже. Запрос был только в телефоне. Вторая версия – фоновый процесс. Поисковые движки иногда делают предзагрузку запросов на основе контактов, событий в календаре, паттернов использования. Я проверил настройки Chrome. Сергей Матвеев, Краснодар, нигде во мне не хранился. Ни в контактах, ни в заметках, ни в переписке, ни в событиях календаря. Третья версия. Я сам. Во сне. Поднял телефон, набрал что-то, лег обратно. Сомнамбулизм редко, но бывает. Стресс. Подавленная память. Но Сергей Матвеев. Я не вспоминал его 8 лет. Не держал это имя нигде. Ни в голове, ни в записях. Зачем мозг выплескивал бы именно его? Четвертую версию я убрал в самый дальний ящик. Она была единственной, которая не требовала объяснений. Потому что сама все объясняла. Поехал на работу. Часть 2. История. С твоего телефона тоже могут делать запросы, пока ты это слушаешь. Подпишись, поставь лайк, проверь историю браузера. Потом. День прошел обычно. 3 звонка с клиентами. 1 конфликтный. Женщина из Новороссийска возмущалась сроками оформления страхового случая по имуществу. Я объяснял процедуру. Она была недовольна процедурой. Это привычный разговор. Я провел его методично, записал в CRM. Ожидает ответа от службы урегулирования. Закрыл задачу. В обеденный перерыв пошел в буфет. Взял суп с хлебом, сел у окна. Смотрел на улицу. Думал о запросе. 18 символов. 3:12 ночи. Имя человека, которого я не вспоминал 8 лет. Я проговаривал объяснение снова. Синхронизация, фон, сон. И каждый раз они немного не дотягивались. Не то чтобы совсем не объясняли. Просто каждое объяснение оставляло какой-то маленький остаток, который оно не покрывало. Сомнамбулизм покрывает факт запроса, но не покрывает конкретное имя. Мозг выбирает ночью то, что активно используется. Недавние разговоры, актуальные задачи. Матвеев был неактивен 8 лет. Я доел суп, пошел обратно. К 4 дня убедил себя окончательно. Технический сбой. Бывает. Закрыл вопрос. Но не совсем. Был один момент во второй половине дня. Я стоял у окна с пустой кружкой, смотрел на улицу. Шел мелкий дождь. Люди шли с зонтами. Обычный краснодарский понедельник, ноябрь. И я поймал себя на том, что думаю. Если бы это был взлом, что именно взломщик хотел найти? Чем мог помочь ему Сергей Матвеев из Краснодара? Никаких денег, никакого влияния, никакой информации. Просто человек, который 8 лет назад занимался выплатами по каско. Никто не взламывает телефоны ради таких запросов. Если это был я, что это говорит обо мне? Что спящий я помнит Матвеева, когда бодрствующий нет? Что подсознание хранит его имя как что-то важное? Я попробовал вспомнить о нем что-нибудь конкретное, кроме кофе и разговоров о бензине. Не смог. Матвеев был бледным пятном в памяти, одним из десятков таких пятен. Тогда зачем именно он? Я поставил кружку на стол и вернулся к работе. К концу дня звонки клиентов выровняли ритм. Обычная работа с обычными людьми, у которых обычные проблемы со страховками. Это помогло. Конкретность помогает. Вечером дома взял телефон с зарядника. Телефон был горячим, не теплым. Горячим, как будто работал под нагрузкой несколько часов подряд. Корпус отдавал тепло равномерно, весь, а не одна точка перегрева. Я потрогал тумбочку рядом с тем местом, где он лежал. Тумбочка была холодной. Я подождал 5 минут, приложил ладонь снова. Телефон остывал медленно. На экране была легкая влага, почти незаметная, как дыхание на холодном стекле. Ни пот, ни конденсат, что-то равномерное, тонкое. Я протер рукавом. Поискал в интернете, почему телефон горячий после ночи на зарядке. Нашел обычные ответы.
Фоновые обновления iOS, синхронизация, плохой зарядник. Все разумно. Зарядник у меня тот же 2 года. Раньше этого не было, но зарядники изнашиваются. Ладно. Записал в заметках. 8 ноября. Утром горячий. Влага на экране. Вероятно, фоновые процессы. Слово «вероятно» я поставил намеренно. Поставил телефон на зарядник. Лег. Закрыл глаза. Все уже было. Я просто еще не знал. Часть 3. История. В тот же вечер я провел систематическую проверку. Работаю в страховании 12 лет. Когда что-то непонятно, я проверяю. Методично, по списку, вычеркивая варианты один за одним. Это привычка, которая вошла в рефлекс. Первое. Я проверил все приложения, у которых есть доступ к браузеру. ВКонтакте, почта, несколько рабочих клиентов. Ни одно из них не могло самостоятельно генерировать поисковые запросы в Chrome с конкретными именами. Я читал разрешения каждого приложения, читал политики конфиденциальности. Ничего. Второе. Я позвонил на горячую линию мобильного оператора. Попросил проверить, нет ли активности на моем номере в ночное время, несанкционированных подключений, подозрительного трафика. Девушка на линии была терпеливой. Сказала, аномалий не обнаружено, трафик в норме. Я спросил, возможно ли активность без трафика, локально, внутри устройства. Она сказала, это вопрос к производителю. Третье. Я установил антивирусный сканер. Не рекламный, который бесплатно обещает чудеса, платный, профессиональный. Запустил полное сканирование. Результат чисто. Четвертое. Я почитал о сомнамбулизме. Медицинские статьи, форумы, описание реальных случаев. Взрослый человек может ходить во сне, делать сложные действия, ничего не помня потом. Были случаи, когда люди готовили еду, выходили из дому, садились в машину. Один мужчина в США написал несколько связных писем во сне. Проснулся, перечитал, ужаснулся. 18 символов, конкретное имя, конкретный город. В 3 ночи. Сомнамбулизм не исключал этого. Сомнамбулизм был совместим с этим. Но сомнамбулизм не объяснял, почему именно это имя. Я написал 4 объяснения на листке бумаги. Подчеркнул каждое. Потом поставил рядом с каждым знак вопроса. Список объяснений с 4 вопросительными знаками – это не список объяснений, это список версий. Я убрал листок. Потом я сделал еще одну вещь, которую должен был сделать сразу. Нашел Сергея Матвеева вручную, ВКонтакте, просто набрал его имя и город. Нашелся один человек нужного возраста. Фотография. Мужчина лет 45, пополнел с тех пор, как я его помню. Последний пост 3 дня назад, что-то про погоду и кофе. Живой, реальный. Я смотрел на его страницу и думал о том, что в 3:12 ночи с моего телефона кто-то искал именно этого человека, конкретного, живого, по имени и городу. Закрыл страницу, пошел делать ужин. В ту ночь я спал плохо, не из-за тревоги, просто так бывает. Просыпался дважды, в 2 часа ровно и в 3:30. Каждый раз лежал несколько минут, смотрел в потолок. Думал о деньгах, о ремонте в ванной. Думал о запросе. В прихожей иногда поскрипывал паркет. Реагирует на перепады температуры. Я к этому давно привык. Ноябрь в Краснодаре мягкий, но ночи холодные. Батареи топят иногда и иногда нет. Скрип был привычным. Но просыпаясь, я каждый раз смотрел в сторону тумбочки. Экран черный. Телефон лежит. Все тихо. В 3:30 я протянул руку и тронул корпус. Он был теплым. Утром взял его первым делом. Открыл историю браузера. 2 запрос. Орехова Юлия, Краснодар. Время 3:19. Та же ночь. 7 минут после первого. Я не мог поставить телефон. Просто стоял. Юля Орехова. Мы учились на одном потоке в юридическом. 4 года рядом. Умная. Любила спорить на семинарах по гражданскому праву. Всегда до последнего, пока преподаватель не сдавался или не смотрел на часы. После выпуска ничего. 15 лет тишины.
Нашел ее ВКонтакте. Профиль закрытый. На аватарке женщина примерно нужного возраста. Последняя активность неделю назад. Написал: «Привет, это Антон Зайцев с юрфака. Как дела?» Сел в маршрутку. Смотрел в окно на Краснодар. Серое небо, мокрый асфальт, люди у остановки с опущенными взглядами в телефоны. 2 запроса. 1 ночь. 2 из прошлого. В маршрутке я смотрел в окно и думал о том, что объединяет Матвеева и Орехову. Оба из надежности и юрфака. Оба из периода с 2008 по 2016 год. Оба люди, с которыми я пересекался в обычной жизни и потом перестал пересекаться. Нормальные люди. Не враги, не партнеры. Просто люди из прошлого. Зачем кому-то искать их? Зачем кому-то искать их с моего телефона? Я мог придумать несколько версий, и ни одна не держалась дольше минуты. Версия с взломом. Хакер использует мой телефон как прокси. Но зачем хакеру искать в Google имена рядовых краснодарцев? Если нужно замести следы, есть тысячи лучших способов, чем поисковые запросы с чужого телефона. Версия с маркетингом. Алгоритм отслеживает связи между людьми. Но алгоритм не пишет имена в строку поиска в 3 ночи. Версия с мной. Я делаю это сам. Ночью. Имена из глубокой памяти всплывают, и я ищу их, не осознавая. Эта версия оставалась самой правдоподобной. До вечера четверга. Часть 4. История. В среду вечером я вернулся домой и первым делом проверил историю браузера. Новых запросов не было. Это немного успокоило. Может быть, все остановилось. Я поел, почитал немного, лег. В четверг утром тоже ничего. Телефон был прохладным, обычная температура. Я поехал на работу с впервые за неделю легким чувством. Провел нормальный день, звонил клиентам без той фоновой тяжести, которая была с 8 ноября. Съел обед не торопясь. На обратном пути в маршрутке смотрел в окно и думал о выходных, а не о запросах. Вечером снова проверил историю. Ничего. В пятницу утром. Ничего. Я начал думать, что все действительно закончилось. Что было что-то разовое, технический сбой, странный эпизод, который не повторится. Я с облегчением поехал на работу. В четверг, через 3 дня, я открыл новостную ленту в обед. ДТП на Ставропольской. Водитель Toyota Camry получил травму позвоночника, госпитализирован в тяжелом состоянии. Личность пострадавшего – Матвеев Сергей Олегович, 1981 года рождения. Я прочитал это 3 раза, медленно. Матвеев Сергей, 1981. Авария произошла во вторник, 11-го, через 3 дня после запроса. Я положил телефон на стол, смотрел на него. Потом взял ложку и доел суп. Совпадение. В Краснодаре 1,5 миллиона человек. Матвеевых несколько сотен. Запрос – технический сбой. Авария – статистика. 2 независимых события, которые я связал только потому, что заметил оба. Это называется апофения, нахождение паттернов там, где их нет. Мозг делает это постоянно. Я вернулся к работе. Но в 15:30 сделал одно действие, которое не планировал. Открыл поиск, уже сам, днем, осознанно, и ввел Матвеев Сергей Олегович, Краснодар, ДТП. Нашел ту же заметку. Прочитал еще раз. Toyota Camry, Ставропольская, травма позвоночника, госпитализирован в тяжелом состоянии. Потом зашел в ВКонтакте. Его профиль был закрыт для комментариев. Последний пост от 8 ноября, за несколько часов до ночного запроса с моего телефона. Он написал что-то про погоду. 8 лайков. Я смотрел на эту запись и думал, в момент, когда он ее писал, что-то уже знало его имя или начинало узнавать. Он писал про ноябрь и кофе, а в 3:12 ночи с чужого телефона его имя появится в поисковой строке. Он не знал. Закрыл страницу, вернулся к документам. В лифте в 17:30 открыл историю браузера снова. Прокрутил до 8 числа и увидел 3-й запрос, который пропустил.
Пашков Виктор Игоревич, Краснодар. Тоже 8-го, в 3:07, за 5 минут до Матвеева. Виктор Игоревич Пашков был моим непосредственным руководителем с 2014 по 2019 год. 5 лет. Требовательный, мог задержать весь отдел из-за ошибки в сводном отчете и объяснять 40 минут, почему точность важна. Справедливый. Если ты был прав, он признавал это прямо. Я многому у него научился. Вышел на пенсию в 2019. Иногда видимся на отраслевых мероприятиях. Его телефон у меня в контактах. Юлия Орехова не отвечала 4-й день. Часть 5. Я позвонил Пашкову в пятницу утром. Сначала долго сидел с телефоном, формулируя. Что я скажу? Виктор Игоревич, ночью с моего телефона сделали запрос с вашим именем. Будьте осторожны. Это звучало бы как начало разговора, после которого он вежливо уточнил бы, не нужна ли мне помощь. Я придумал другое. Просто позвонил. «Антон?» Его голос был ровным, с легким удивлением. Начальники на пенсии не ждут звонков от бывших подчиненных в будний день. «Добрый день, Виктор Игоревич. Просто вспомнил, решил позвонить. Как вы?» Пауза. Что-то переставлялось на его столе. «Нормально. Давление поднималось на прошлой неделе. Менял таблетки. Сейчас стабилизировалось. А у тебя что?» «Все хорошо. Просто так». Он помолчал несколько секунд. «Давно ты не звонил вот так?» Это не было обвинением, скорее наблюдением. «Да. Как дача, внуки?» «Дача закрыта до мая, внук болеет, сопли, температура, осень». Пауза. «Антон, точно ничего?» «Точно. Берегитесь, Виктор Игоревич». «И ты звучишь устало». Я поблагодарил и отключился. Давление поднималось. Уже. Я сидел с телефоном в руке еще несколько секунд после того, как он отключился. Тот же Samsung A52, тот же экран, тот же телефон, с которого кто-то искал его 3 дня назад. Я открыл новый лист в Excel. Раскладываю непонятное по строкам и столбцам. Это мой метод. В страховании всегда работало. 4 колонки. Имя, дата запроса, что произошло, интервал. Матвеев. 8 ноября, авария, 11 ноября, 3 дня. Орехова. 8 ноября, нет в сети, неизвестно. Пашков. 8 ноября, нездоров, неизвестно. 5 колонка. Примечание. Матвеев. ДТП, реанимация. Орехова. Не отвечает, последняя активность 1:11. Пашков. Давление, нездоров, звонил лично. Маленькая выборка. 3 точки. 3 точки – это ничто. Для любого статистически обоснованного вывода нужны десятки событий в однородной группе. 3 совпадения могут быть случайными. Я думал так. Я повторял это до пятницы. В пятницу вечером я чуть не рассказал об этом коллеге. Мы сидели в переговорной после планерки. Катя, она работает в нашем отделе уже 7 лет, мы неплохо ладим. Я смотрел на нее и думал, как это звучит вслух. С моего телефона ночью делают запросы с именами людей. Потом эти люди попадают в больницы. Я представил ее взгляд. Не осуждающий, внимательный. «Антон, ты нормально спишь?» – сказала бы она. Именно так. Я улыбнулся и сказал, «Все нормально, просто устал немного». Дома положил телефон на зарядник. Лег в 22:30 по расписанию. Матвеев в реанимации, Орехова операция, Пашков нездоров, я в темноте по расписанию. Часть 6. Юля Орехова написала в воскресенье вечером. Длинное сообщение, как пишут люди, которым одиноко и есть время думать. Аппендицит в среду, срочная операция, рутинный случай. Хирург так и сказал, пока надевал перчатки. Соседка по палате смотрела сериалы всю ночь без наушников.
Уже дома, уже лучше, ходит по ступеням нормально. Среда 12-го. Запрос 8-го. 4 дня. Матвеев 3. Орехова 4. Я написал ей что-то нейтральное и добавил вопрос. В те дни до среды ничего странного не было? Она подумала. В понедельник потеряла ключи, нашлись в кармане пальто. Во вторник вечером показалось, что кто-то шел за мной от остановки. Но я не уверена, стресс, наверное. А почему ты спрашиваешь? Я написал. Просто так, берегись. Закрыл мессенджер. Открыл Excel. Добавил в строку Ореховой. Госпитализация 12 ноября. Интервал 4 дня. Ощущение слежки накануне. Я перечитал ее сообщение еще раз. Во вторник вечером показалось, что кто-то шел за мной от остановки. Вторник – это за день до больницы. Она не была уверена. Стресс, сказала она. Люди часто говорят, наверное, стресс, когда не хотят думать о другом объяснении. Я понимал это. Я сам так говорил в понедельник про горячий телефон. Вероятно, фоновые процессы. Вероятно. Это слово, которое закрывает дверь перед тем, что не хочется впускать. Орехова не знала, что ее имя появилось в браузере за 4 дня до аппендицита. Не знала, что кто-то ею интересовался. Думала стресс. Я думал сбой. Я выписал на листок все, что знал о Юле Ореховой. Немного. Юридический факультет от 2005 до 2010 годов. Потом 15 лет тишины. Потом мой запрос. Орехова Юлия Краснодар и больница через 4 дня. Никакой связи, которая объясняла бы, почему именно она. Никакого конфликта, долга, обиды. Просто человек, с которым я когда-то сидел рядом на лекциях. Матвеев – бывший коллега. Орехова – бывшая однокурсница. Пашков – бывший начальник. Все трое из прошлого. Все трое без текущей связи со мной. Все трое в порядке, до запроса. Я написал еще одну колонку в Excel, тип связи. Матвеев – коллега 8 лет назад. Орехова – однокурсница 15 лет назад. Пашков – руководитель 5 лет назад. Потом смотрел на эту колонку долго. Все трое – люди, которых я когда-то знал и перестал знать. Люди, с которыми у меня больше нет контакта. Может быть, это важно, может быть, нет. Я не знал. Теперь у меня было 2 точки с конкретными данными. Вероятность случайной госпитализации конкретного человека в конкретную неделю меньше 1%. Вероятность 2 таких совпадений подряд у людей из одного списка меньше 1/10 тысячи. Это не статистический шум, это сигнал. Но я не знал еще, что именно сигнализирует. Часть 7. Я ждал Пашкова 6 дней. Среда – никаких новостей. Четверг – тоже. В пятницу он написал сам, короткое сообщение. «Зайцев, ты не заболел? Странный звонок был». Я ответил. «Все в порядке, Виктор Игоревич. Беспокоился о вас». Он написал. «Живой. Сейчас в поликлинике с давлением разбираемся. Держись». Я прочитал это и почти выдохнул. Может быть, с ним ничего не случится. Может быть, паттерн неполный. В субботу в полдень позвонила коллега. «Антон, ты слышал про Пашкова?» Я держал телефон 2 руками и уже знал, что она скажет. «Что?» «Инсульт прямо в поликлинике. Он там был, понимаешь? Врачи успели. Реанимация, краевая больница. Состояние стабильное, но тяжелое. 4 дня». Снова 4. «Спасибо, что сообщила». Повесил трубку. 3 запроса. 3 человека из моего прошлого. Все трое в больницах или молчат. Матвеев – 3 дня. Орехова – 4. Пашков – 4. Среднее по всем троим – 3,7 дня. Версия о случайности больше не работала. Математически не работала. Я считал вероятности профессионально. 3 попадания из 3 – это не случайность. Значит, что-то с моего телефона ищет людей. И после того, как находит, с ними что-то происходит. Я не мог сформулировать это иначе. Я пробовал, не мог. Той ночью я не мог лечь нормально. Лежал, смотрел в потолок. Телефон на тумбочке. В 22:30 встал и зашел в настройки.
Выключил Wi-Fi, выключил мобильные данные. Без интернета нельзя сделать запрос в браузере. Лег обратно. Просыпался дважды. Каждый раз смотрел на строку статуса «Сети нет». Утром включил интернет. История браузера. Новый запрос. Осипова Вера, Краснодар. Время 3:03. Вера Осипова. Однокурсница, с которой я не разговаривал с 2012 года. Тихая женщина. Всегда сидела в заднем ряду. Без интернета. Новый запрос. Часть 8. Запись. Я купил новый телефон в тот же день. Другая марка, другая операционная система. Перенес сим-карту. Старый выключил полностью. Вытащил батарею, сложил в пакет, убрал в ящик тумбочки. Новый настроил с нуля. Другой аккаунт, другой браузер Firefox, который я не использовал ни разу в жизни, с пустой историей. Никакой синхронизации. Лег с новым телефоном на тумбочке. Утром открыл Firefox. Осипова Вера, Краснодар, адрес, работа, 3:14. Уточняющий запрос. На новом телефоне, в новом браузере, без связи со старым устройством, без аккаунта, без истории, взлом не переходит на новое устройство за ночь. Взлом не знает, что ты сменил телефон. Взлом не знает, что ты поменял браузер. Я потрогал заднюю стенку нового корпуса. Горячий. Я позвонил Вере Осиповой. Нашел ее номер на открытой странице. Она взяла трубку. Голос спокойный, деловой. «Слушаю». «Добрый день, это Антон Зайцев. Мы учились вместе в юридическом. Вы помните меня?» Пауза. «Кажется, да. Что-то случилось?» «Нет, просто прошу, будьте очень осторожны в ближайшие дни. На дороге особенно. Не торопитесь». Долгая пауза. «В каком смысле?» «Просто так, пожалуйста». «Хорошо». Она говорила медленно, как говорят люди, решающие, не нужно ли повесить трубку прямо сейчас. «Вы тоже». Она отключилась. Через 3 дня я нашел в краснодарских новостях. Женщина сбита на пешеходном переходе на Северной. Тяжелое состояние. Имя не указывалось. Я набрал Веру Осипову снова. Трубку никто не взял. Ее страница ВКонтакте стала неактивной через сутки. Аватарка исчезла, профиль заморожен или удален. Я не знаю, была ли это она. Я не смог выяснить. Я пробовал. Написал в ту же компанию, где она работала согласно LinkedIn. Сотрудница на ресепшене сказала, что не может давать информацию о сотрудниках третьим лицам. Я попробовал объяснить, запнулся на первом же предложении. Что я объясняю? Что у меня есть подозрение, основанное на поисковом запросе? Я поблагодарил и повесил трубку. Потом несколько дней проверял новости об ДТП с пешеходами в Краснодаре. В базе новостей за тот период 3 таких случая. 1 на Северной. Женщина без имени в тяжелом состоянии. 2 других – мужчины. Может быть, это была она, может быть, нет. Она была реальным человеком. Она взяла трубку, когда я позвонил незнакомым голосом. Она выслушала странную просьбу «берегитесь» несколько дней и вежливо попрощалась. Через 3 дня темный профиль в сети и авария без имени. Но это было через 3 дня после запроса. Часть 9. Тогда я поставил запись. Нашел приложение для записи экрана. Запускается по таймеру, работает в фоне, пишет все происходящее с дисплеем. Расписание. Старт в 2:00. Стоп в 5:00. Рядом с тумбочкой закрепил штатив с планшетом. Внешняя камера направлена на телефон под другим углом. 2 независимые записи, 2 точки зрения. Если что-то происходит, хотя бы одна должна поймать. Сделал тестовую запись. Работала. Лег спать. Утром открыл записи. Запись экрана. Шла от 2 часов 0 минут. Черный экран. Изредка мигает индикатор зарядки. В 2:41 обрыв. Следующий файл. 6 секунд, 2:41. Мерцание у правого края кадра. Потом тишина. Внешняя камера. То же самое. 2 часа 41 минута. Мерцание,
Обрыв. Я установил другое приложение, более простое. Следующей ночью. 2 часа 41 минута. Обрыв. Третья ночь. Тоже. Четвертая. Пятая. Каждый раз в одну и ту же секунду. При этом каждую ночь, открывая утром историю браузера, я находил новые запросы. Пятую ночь. Зайцева Маша, Краснодар. Но этого я еще не знал. Запись продолжалась. Шестую. Уточнение ее адреса. Я смотрел на 6 секунд мерцания на замедленной скорости, кадр за кадром. В 02:41:03 экран телефона мигнул. Полсекунды. Включился фон рабочего стола. Обои, иконки, все обычно. Как будто кто-то поднял телефон, посмотрел, опустил. В 02:41:04 снова черный. Я не видел рук, не видел тени. Только мерцание воздуха у правого края кадра, там, где стоял штатив с планшетом. Что-то находилось рядом с телефоном в эти 6 секунд. Что-то, что не попадало в кадр. Что-то, что обрывало запись в одно и то же время. Что-то, которое знало о камере. Я смотрел на 6 секунд мерцания снова и снова. Раз 200 за 3 дня. Каждый раз останавливался на 02:41:03. Мигнувший экран, полсекунды рабочего стола. Каждый раз пытался найти что-то, что пропустил. В третий вечер я заметил деталь, которую раньше не замечал. На 6 секундах мерцания, в самом начале, в первые 2-3 кадра, тень у правого края кадра была чуть темнее, чем должна была быть. Не тень от штатива, я проверял. Не артефакт сжатия видео. Что-то, что на долю секунды сгустилось там, прежде чем записи оборвались. Я не знал, что с этим делать. Картинка была слишком размытой, слишком короткой. Нельзя было утверждать, что это что-то. Нельзя было утверждать, что это ничто. Каждое утро после ночи с записью горячий телефон. Влага на экране. Каждый раз. Я начал выставлять телефон на стол ночью. Не у изголовья, а подальше от кровати, на середину комнаты. Думал, может быть, расстояние что-то изменит? Может быть, если оно придет, оно не дойдет до кровати, пока я сплю. Может быть, утром телефон будет не таким горячим. Утром он стоял на столе. Горячий. Влага на экране. В 02:41 что-то происходило, независимо от того, где я клал телефон и как настраивал запись. Независимо от того, какой телефон это был. Независимо от того, был ли интернет. Что-то, что не зависело от устройства. За эти дни я стал хуже работать. Делал ошибки в документах. Мелкие, но для меня непривычные. Забывал перезвонить клиентам. Катя спросила, все ли в порядке. Я сказал, простыл немного. Она принесла чай с лимоном. Часть 10. На 6-й день я не лег спать. Сидел за кухонным столом, телефон перед собой, свет включен, все 3 лампы, хотя обычно хватает одной. Кофе в 23:00, еще кофе в 1:00, потом просто вода. За окном Краснодар темнел постепенно. Редкие машины, потом тишина, потом только фонарь напротив, который мигает уже несколько лет подряд и которого никто не чинит. В 2:00 я не двигался, смотрел на телефон. Он лежал передо мной на столе, черный экран. Я видел свое отражение, смутно, как тень. В 2:05 подумал, может быть, ничего не будет? Может быть, именно сегодня ничего? Может быть, это уже прошло, и я сижу здесь зря, пью холодный кофе и теряю ночь из-за сбоя, который давно устранился. В 2 часа 10 минут подумал то же самое. И в 2 часа 15 минут. Холодильник гудел. В стояке иногда щелкало. Нагревается труба. Снаружи изредка проезжала машина. Обычные звуки ночной квартиры, к которым привыкаешь и перестаешь слышать. Но сейчас я слышал каждый. В 2 часа 20 минут заметил, что изменился воздух в кухне. Не температура, что-то в плотности или составе, что-то, что я не умею называть, но чувствую. Холодильник гудел в обычном ритме. Труба в стене иногда щелкала, но что-то стало иначе. Так меняется комната, когда в нее входит кто-то.
В 2:39 ничего видимого. В 2:40 ничего. В 2:41 экран мигнул. Один короткий импульс. Белый. В 2:42 снова. 3-4 секунды. Строка поиска Chrome, уже открытая. В ней появлялись буквы одна за одной. З, А, Е, Ц. Я смотрел на экран. Экран погас. Я сидел не шевелясь. Стул твердый, кофе холодный уже 2 часа. Фонарь за окном мигнул. В 2:43 экран не включился. В 2:50 нет. В 3:15 нет. Я просидел до 5 утра. Потом встал, умылся холодной водой. Лег на полчаса. Утром история браузера. Зайцева Маша, Краснодар. Время 3:14. Часть 11. Я позвонил Маше сразу, в 7. Трубку взяла после 2 гудков. «Пап?» Сонно. «Привет. Все хорошо?» «Ну да. Ты чего так рано?» «Просто хотел услышать. Как ты?» Она помолчала. Так, как молчат 14-летние, когда взрослый говорит что-то тревожное под видом обычного. «Со мной все хорошо. Я спала. Случилось что-нибудь?» «Нет, прости, что разбудил. Увидимся в воскресенье». «Наверное. Напишу». Трубку положила первой. Я стоял у окна. Краснодар, утро, ноябрь. Мусоровоз медленно шел по Красной. Из подъезда напротив вышел мужчина в сером пальто, поднял воротник, поежился, пошел дальше. Маша живая, только что говорила со мной. Матвеев 3 дня, Орехова 4, Пашков 4, Осипова 3. Запрос о Маше этой ночью. У меня было 3 или 4 дня. Я не знал, что именно происходит с людьми из запросов. Это не я делал. Я убедился в этом достаточно. Что-то приходило ночью, что-то искало имена. И потом с людьми случалось что-то. Может быть, мой приезд ничего не изменит. Может быть, изменит. Я не мог знать, но я мог поехать. В пятницу вечером я ехал на Садовую через весь город. Пробки на Красной, потом на Ставропольской. Я стоял в них без музыки. Думал о паттерне. Имя в запросе. 3-4 дня. Госпитализация. Все 3, кого я проверил, попали в больницы независимо. Никто из них не был предупрежден, кроме Пашкова, которому я позвонил. Это не изменило ничего. Значит, предупреждение не работает как защита. Но я все равно ехал. Я нашел место напротив их подъезда. Сидел несколько минут в машине, смотрел на окна 4-го этажа. Темные. Потом в одном тусклый свет. Маша в комнате. Вышел. Нажал домофон. «Пап!» Из динамика удивленно. «Привет, проезжал мимо». «Ты никогда просто не проезжаешь». «Сегодня проезжал. Можно зайти?» Короткая пауза. «Ладно». Замок щелкнул. Я поднялся пешком. Маша открыла дверь. Свитер, наушники на шее, взгляд внимательный. Света не было. Квартира пахла так, как всегда. Кофе, стиральный порошок и чуть-чуть старых книг. Этот запах остался из той жизни, которой уже нет. Коридор, кухня слева, комнаты прямо. Я посмотрел на пол у поворота коридора. На линолеуме несколько темных пятен. Маленьких, круглых, с нечеткими краями. Ни лужа, ни след обуви. Как будто что-то стояло здесь, и с него капало. «Что это?» Я старался говорить ровно. «Не знаю, может, кот?» «У вас нет кота». «Ну, мама что-нибудь разлила». Я присел, провел пальцем по одному из пятен. Влага держалась в линолеуме, не впиталась. Холодная, очень холодная, не как вода из-под крана, не как разлитый чай. Холодная, как вода, принесенная снаружи в морозный день. Или холоднее. Я поднялся. «Маша, ты дома с которого часа?» «С 3». Она смотрела на меня с выражением, с которым смотрят на взрослого, который ведет себя странно и не объясняет зачем.
«Пап, что происходит?» «Ничего, пойдем, чай». Я намеренно не смотрел на пятна, пока мы шли на кухню, но думал о них. Они были свежими, влага держалась на поверхности, не впиталась. Значит, появились сегодня. Холодная, не просто вода. Вода в комнатной температуре не бывает такой холодной. Что стоит и капает, не оставляя следов ни от подошв, ни от обуви, только маленькие круглые пятна. Я не допускал ответа, просто нес его в голове, как камень в кармане. Мы сидели на кухне 40 минут. Маша рассказывала про школу, контрольная по химии, ссора с подругой, новый учитель физкультуры. Я слушал, кивал в нужных местах. Маша смотрела на меня чуть внимательнее, чем обычно. «Ты нормально спишь?» «Нормально». «Выглядишь устала». «Работы много». Она обхватила кружку 2 руками, помолчала немного. «Ты стал чаще звонить». Она говорила ровно, без упрека. «Это хорошо, я просто заметила». Я смотрел на нее. 14 лет, серьезные глаза, мои глаза. Она была в порядке. Сидела напротив меня за своим кухонным столом и держала кружку 2 руками. «Скучаю по тебе», — сказал я. Она кивнула, приняла это без иронии. В 19:40 я встал. «Уже?» — она смотрела на меня. «Надо ехать». Она проводила до двери, я обулся. «Пап!» Я остановился. Она стояла в прихожей и смотрела мимо меня, в сторону поворота коридора, туда, где были пятна. Пятна высохли, линолеум был чистым. «Приедешь в воскресенье?» – спросила она. «Приеду, обещаю». Она кивнула, дверь закрылась. Я спустился во двор и сел в машину. Не заводил. Смотрел на лобовое стекло. В кармане телефон, я достал его. Уведомление. Синхронизация браузера. Новый запрос. Время 18:53. Пока я сидел с Машей и пил чай. Садовая, 24, квартира 11, Краснодар. Адрес Маши. Полный адрес. Часть 12. Я не поехал домой сразу. Остановился у круглосуточного магазина на Кировской. Купил воду. Сидел в машине и смотрел на людей, которые проходили мимо. 18:53. Это не было ночью, вечером. Я был в квартире, и оно тоже было там. Искала адрес прямо там, пока я сидел рядом с Машей. Может быть, оно уже знало адрес. Может быть, только проверяло, нашло ли то, куда шло. Я завел машину и поехал домой. Часть 13. Дома. Я открыл историю браузера и прокрутил до самого начала. 8 ноября. Пашков, Матвеев, Орехова. Я прокрутил еще дальше. 3 ноября. Зайцев Антон. Просто имя, без города, без уточнений. Время 3:07. За 5 дней до Матвеева. За 5 дней до начала всего. Меня нашли первым. Я сидел на кухне и держал телефон 2 руками. Читал строку снова и снова. 3 ноября, 3:07. Зайцев Антон. Тогда у меня не было ни бессонницы, ни горячего телефона, ни ощущения чего-то постороннего в квартире. 3 ноября было обычным пятничным вечером. Я лег в 22:30, как обычно. Проснулся в 6:30, открыл почту, поехал на работу. Ничего не случилось. Меня нашли, и ничего не случилось. Почему? Я думал об этом. Может быть, меня не тронули, потому что я нужен был как исходная точка. Через мой телефон искали других. Если бы со мной что-то случилось в начале ноября, запросы прекратились бы, других не нашли бы. Или другое объяснение. Меня оставили на потом. Сначала те, кого можно найти по имени. Потом тот, для кого нужен адрес. Оба объяснения были одинаково невыносимы, и я не мог выбрать между ними. Было еще третье объяснение.
Самое простое по форме и самое невозможное для принятия. Что-то нашло меня, изучило, зафиксировало, потом пошло по моим следам, по людям, с которыми я пересекался в жизни, в разные периоды, в разных местах. Как будто читала мою историю и убирала из нее кое-что или кое-кого. Зачем, я не знал. Для чего – тоже. Это переворачивало то, как я понимал происходящее. Я был не случайным обладателем телефона, который использовали для чужих поисков. Я был исходной точкой. Меня нашли и потом начали искать тех, кого я знаю. Матвеев, Орехова, Пашков. 8 лет назад, 15 лет назад, 5 лет назад. Осипова 14 лет назад. Маша сейчас. Круги расходились из меня. Люди из разных периодов моей жизни, как слои, как хронология чего-то, что изучало меня изнутри и двигалось по связям наружу. Бывший коллега, однокурсница, бывший начальник, знакомая, дочь, не предсказывая события, выбирая людей, моих людей. На следующий день я реконструировал хронологию. Взял бумагу и ручку, не экран, ручку. Написал в столбик. 3 ноября, 3:07. Зайцев Антон. Просто имя. Пауза 5 дней. Ничего не происходило. Я не знал об этом запросе. Жил обычно. 8 ноября, 3:07. Пашков Виктор Игоревич, Краснодар. 8 ноября, 3:12. Сергей Матвеев, Краснодар. 8 ноября, 3:19. Орехова Юлия, Краснодар. Пауза 7 дней. 3 человека. Я узнал об этом позже, не сразу, не одновременно. 15 ноября, 3:03. Осипова Вера, Краснодар. 16 ноября, 3:14. Осипова Вера, Краснодар, адрес работа. Пауза 4 дня. 20 ноября, 3:14. Зайцева Маша, Краснодар. 21 ноября, 18:53. Садовая 24, квартира 11, Краснодар. Я смотрел на список. Паттерн был ясным. Матвеев, Орехова, Пашков. Только имя, без адреса. Все трое в больницах в течение 3-4 дней. Осипова, имя, потом адрес работы. Через 3 дня, вероятно, она. Маша, имя, потом полный адрес квартиры. Для первых 3 не нужен был адрес, достаточно имени. Для Маши нужен адрес. Значит, с Машей планировалось что-то другое, не то, что с Матвеевым или Ореховой. С теми случилось где угодно. На дороге, в поликлинике, на остановке. Им не нужно было приходить. Для того, что случилось с ними, было достаточно имени. Для Маши нужно прийти, нужен этаж, нужна квартира. Я не позволял себе додумывать это до конца, просто держал этот факт рядом, отдельно от других, как инструмент, который еще не понял, зачем взял. Для меня имя 3 ноября, 18 дней тишины. Теперь адрес. Это тоже другое. С остальными все произошло быстро. Запрос, событие, 3-4 дня. Для меня 18 дней от первого запроса до адреса. Пауза. Почему? Может быть, сначала нужно было найти остальных, убрать их, потом вернуться. Я не знал. Я не мог знать. Это была территория, где у меня кончались факты и начиналось что-то другое. В субботу утром я сидел за столом с кофе. Дождь за окном, мелкий, осенний. Уведомление, синхронизация браузера. Зайцев Антон, Краснодар, Красная 45. Мой адрес, моя улица, мой дом. Время 3 часа 14 минут. Я смотрел на строку. Паттерн. Имя, уточнение, адрес. Сегодня суббота, среда, через 4 дня. Я взял телефон и прокрутил историю до этой ночи. Второй запрос. Зайцев Антон, Краснодар, Красная 45, этаж квартира. Время 3:21. Уточнение. Этаж и квартира. Я поставил телефон экраном вниз. Часть 14. Я не знаю, что это. Я работаю с фактами 12 лет. Описываю их, раскладываю по строкам, нахожу паттерны. Это моя профессиональная логика.
Она хорошо работает на документах, на этом не работает. Факт. Я сменил телефон. Запросы продолжились. Факт. Отключил интернет. Продолжились. Факт. Сидел и смотрел на экран, увидел мерцание воздуха и 4 буквы. Факт. Запись обрывается ровно в 2 часа 41 минуту. Факт. Пятна на машинном полу были холоднее воды. Факт. Запрос с моим полным адресом сегодня ночью. Матвеев в больнице. Пашков в реанимации. Орехова дома. Осипова молчит. Меня нашли первым. Не тронули. Ушли к другим. Теперь вернулись. С адресом, с этажом, с квартирой. Это значит, они убрали всех, кого могли убрать без адреса, и вернулись за тем, кому адрес нужен. Я думаю об этом за кухонным столом, в субботу, пока дождь идет за окном. Я думаю о Матвееве, о его странице ВКонтакте, об обычном посте про погоду и кофе, который он написал за 3 дня до аварии. Человек писал про кофе и не знал, что через 3 дня будет в реанимации. Не знал, что его имя в ту ночь появилось в чьем-то браузере. Я думаю об Ореховой в больничной палате с соседкой, которая смотрела сериалы без наушников. Она смеялась громче всех на семинарах по гражданскому праву. Она не знала. Я думаю о Пашкове, который пил кофе в поликлинике и думал, что дела с давлением – это возрастное, поправимое. Не знал. Все они не знали. Я знаю. Знаю уже несколько недель и не могу ничего изменить. Это я тоже теперь знаю точно. Пашков знал, что я беспокоился. Это ничего не изменило. Может быть, знание – это не защита. Может быть, знание – это просто знание. Я думаю о пятнах на машинном полу. О том, что они были холодными. О том, что в 18:53 что-то делало запрос из ее квартиры или рядом с ее квартирой, пока я сидел на ее кухне и кивал, слушая про учителя физкультуры. Что-то было там одновременно со мной. Оно нашло адрес. Оно ушло. Оставило холодные пятна на полу. Маша не знала. Завтра воскресенье. Я обещал приехать. Я приеду, заберу ее куда-нибудь. В кино или в кафе с хорошим какао. Буду смотреть на нее. Буду рядом. Я не знаю, меняет ли это что-нибудь, но я буду рядом. Потом вернусь домой. Потом буду ждать среды. Телефон лежит передо мной экраном вниз. Дождь за окном. Краснодар, ноябрь. Я не переворачиваю его. Страшные истории на ночь. Страшилки на ночь. Наушники обязательны. Смотри один. В темноте. Если ты дослушал до конца, подпишись. Этот канал для тех, кто не боится слушать страшное после полуночи. Напиши в комментариях. Если бы ты нашел в истории своего браузера запросы, которых не делал, ты бы захотел знать, что именно искали. Следующая история уже готова. Включи уведомления, она выйдет без предупреждения. Наушники, темнота. Осторожно. Открой историю своего браузера. Прямо сейчас. Посмотри, что там было в 3 часа ночи.